даже если ее хорошо спланировать, обязательно приведет в такие места и ситуации, где привычные схемы работать не будут. Вот, скажем, изучаешь, гуглишь, куда поехать, что посмотреть, а потом бах, и автобус сломался. Или вообще не пришел, и стоишь посреди дороги в неизвестной стране, а кругом люди, которым и сказать-то ничего нельзя, все равно не поймут. Вот тогда и начинаются приключения, о которых потом вспоминаешь с теплом в сердце и улыбкой на лице. А все потому, что именно в этот момент начинаешь мыслить иначе. Сегодня речь пойдет о туалетах. Специально мы не собирали фотографии туалетов из разных стран мира, где мы побывали, но некоторые, поразившие наше воображение, мы покажем. Как вы думаете, какие туалеты были в Средневековье? Тогда особенно не парились насчет экологии и загрязнения окружающей среды. Поступали очень просто. Вот неприметный издалека выступ на отвесной стене замка в Чешском Крумлове. Это привычный для нас туалет. Дизайнеры и архитекторы того времени подошли творчески. Зачем городить канализацию? Нужно просто вынести туалет на наружную стену замка и прорубить полдырку. Я думаю, такое оригинальное решение можно было бы в свое время получить и патент. Так принято, что у нас обычно всех перед поездкой за рубеж предупреждают и даже пугают, что за границей все платно, поэтому даже простое человеческое дело стоит денег. И это действительно так. В этой связи важно, особенно в случае экономии денег в Стокгольм, город вообще дорогой, обязательно сходить в туалет еще бесплатно перед выходом в город. Еще один интересный экземпляр – бесплатный одноместный мужской туалет из столицы Швеции. Этот туалет в ретро-стиле буквально вписывается в окружающую среду и архитектуру города. Он очень похож на афишную тумбу и находится прямо у Королевского дворца в Стокгольме. Все продумано до мелочей. Можно в процессе смотреть в окошко, общаться со знакомыми и наблюдать за городской жизнью. Писающий мальчик или манекен Пис – одна из наиболее известных достопримечательностей Брюсселя. Наверное, многие его видели на фото, а многие фотографировались на фоне этого оригинального фонтана. С каждым годом писающих мальчиков, мужчин и девочек в мире становится все больше и больше. Том Францен, писающая собачка, Брюссель, Бельгия. И казалось бы, что данной скульптурой невозможно удивить, однако мастеру, как всегда, удалось привлечь к себе внимание поклонников авангарда, потому что это уже не писающие мальчики, а настоящие мужчины. Затем они умеют выписывать слова и простые цитаты в емкости, напоминающую контур карты Чехии. При виде таких памятников вспоминаются далекие времена, когда все ходили дружными колоннами на демонстрации трудящихся по улицам городов, где вдоль пути следования колонн не было предусмотрено ни одного туалета. Этот туалет вроде бы самый обычный, но он находится на трассе в глухом лесу, к тому же он еще и бесплатный. До ближайшей деревеньки километров 5. В туалете есть холодная и горячая вода, бумажные полотенца, туалетная бумага. Кто-то ведь туда их вешает. Ничего не отвинчено, не сломано, все работает чистенько. Это, конечно, не Россия, это Норвегия. Мне это мало знакомо. Все забрызгаю. Хорошо бы бить по цели. Вот тот окурок или бумажка. Глазурь писсуаров мужских туалетов аэропорта Сингапура дизайнеры влепили мух. Все для людей. Для того, чтобы мужчины были еще круче, били мух без мухобойки, без промаха. А это параша во вьетнамской тюрьме музея Майсон Централ, Ханой Хилтон.
Хаолао Призон музей. Во всех смыслах этого слова здесь когда-то сидел и восседал сбитый летчик и сенатор США Джон Маккейн. Не в пример предыдущим фото, шикарные мраморные туалеты дворца Топкапы в Стамбуле. Здесь обдумывали свои коварные планы многие султаны Турции. А этот веселенький дизайн в Лора-парке на Канарах. Мьянма, озеро Инле. Здесь все ездят на лодке. С работы, на работу, из школы, в магазин, на рынок. Вместо улиц протоки и каналы, вместо площадей отмели. Лодками иногда управляют дети, развозя своих младших братьев и сестер. На воде, в домах, на сваях все. И заправки, и магазины, и школы, и фабрики, и заводы. Как вы думаете, куда уходят отходы жизни из домов? Неужели их вывозят в специальные ассенизаторские лодки с насосами и емкостями? Может быть, но мы таких лодок не видели, зато видели спуски из надворных туалетов прямо в воду озера и детей, моющих свои головы в 2 метрах от этих выпусков. Экзотический и экологический туалет без сливного бачка в Мьянме, Бирма. Туалет расположен в ресторанчике на плавающей платформе. Роль слива выполняет течение Бенгальского залива и Адаманского моря. Вокруг плещутся прозрачные воды Бенгальского залива, и в которых водятся различные морские деликатесы. Здесь можно шикарно посидеть и после всех проделанных дел заняться рыбалкой, наловить лобстеров, крабов и других морепродуктов, а затем отведать их в этом экзотическом ресторанчике. Вот такой наглядный и интересный получается круговорот в природе. Роденовский мыслитель на унитазе при входе в туалет 3D-музея в Малайзии. Вы не скажете, где здесь туалет? Нашел время. Спасибо. Мы путешествовали на автомобиле по странам Прибалтики и остановились на несколько дней в Каунасе, красивом средневековом городе Литвы. В то время, в сентябре, в Каунасе проходил День Балтийского единства. Этот праздник включает в себя множество мероприятий, тематические экспозиции, фотовыставки, реконструкции исторических событий. Традиционно здесь вкусное местное пиво льется рекой. Вдоволь нагулявшись и выпив по несколько кружек пива, мы стали искать туалет. Местные жители нам показали направление в сторону католического собора. Действительно, вскоре мы были на месте. На этих фото вы можете увидеть это заведение, находящееся в пристройке к собору. Все в лучших традициях туалетного строительства. Маленькие окошки с цветочками на окнах, аккуратная дверь, приветливо полуоткрыто. На двери в непонятном для нас литовском что-то написано, а что мы не смогли интерпретировать. Открыв вторую дверь, ведущую в помещение, я некоторое время застыла от неожиданности. В комнате за столом сидели 2 католических священника в полном облачении, и перед ними на столе лежала большая куча денег. Они то ли пересчитывали, то ли делили между собой. Немая сцена длилась несколько секунд. Они тоже не ожидали меня здесь увидеть во время этого ответственного момента. Я быстро ретировалась. Священники бросились за мной вдогонку, но я была уже далеко. Вы также можете воспользоваться в путешествии приложения для смартфонов «Где туалет?». Оно моментально проложит маршрут до ближайшего туалета, покажет время работы и рейтинг и отзывы других пользователей.